Липецкой области находится природный парк чудес с простором для отдыха и творчества. Там на огромном зеленом холме Скифская крепость, футуристичные домики для проживания, огромный трехглавый огнедышащий дракон и гектары сафари с дружелюбными животными. Как называется это волшебное место и как в него попасть? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. Все необычные места из моих путешествий отмечены на карте в моей виртуальной записной книжке в новой социальной сети Planet for Me, а также там я сохраняю полезные промокоды и сервисы. Подпишись на мой профиль, чтобы не потерять, тебе точно пригодится. Итак, мы наконец-то приехали на Кудыкину гору. Это огромный сафари-парк, и сегодня мы будем делать обзор на него. Мне не терпится попасть внутрь, вы только посмотрите на эту гигантскую скифскую крепость, полную величину. А рядом с ней, вы не видите, но я вижу огромный трехглавый дракон. Множество чудес для души и тела в парк-отеле Кудыкина гора, где всегда есть чем заняться и взрослым, и даже самым маленьким гостям. В парке свой ресторан, где проводятся фестивали, домики для проживания, пляж, сафари с животными, чайный дом, купели и свои арт-объекты. Падаем. Ну, эту крепость на горе построили не чтобы обороняться, а чтобы наслаждаться. А дракон этот вовсе не дракон, а наш Змей Горыныч. Поэтому не рычи на меня. То есть вы все не рычите на меня. Посмотреть на то, как дракон дышит огнем, можно вечерами по выходным. Огонь настолько большой, что подходить к дракоше ближе, чем на 20 метров, гостям запрещено. Особенно контрастирует с каменным змеем и крепостью футуристичный ресторан-кафе с простой и вкусной едой, выращенной и произведенной в окрестностях. Это воронежское мясо, местная дичь, фермерские сыры, свежие овощи, фрукты и продукты местных хозяйств, картофель, кукуруза, мука, сахар, масло, молочные продукты. Но и побаловать вкусным фастфудом здесь себя тоже можно. В общем, что хочется сказать, несмотря на то, что такая вся сказочная вот эта архитектура, крепость, этот дракон невероятных размеров, Змей Горыныч, то есть рядом, тем не менее, продают такую вот варную еду, очень вкусную на самом деле при этом. И само здание кафе очень современное, тут везде все автоматически открываются двери и так далее. И проводятся фестивали, и на самом деле я бы сюда приехала на фестиваль, потому что выглядит это очень прикольно и меня цепляет. Просто божественно, я не знаю. Это мой самый любимый десерт теперь в жизни. Я закажу еще порцию, мне не важно, что это будет с фигурой, потому что это счастье того стоит. Что здесь можно еще сказать про еду? Вообще здесь достаточно разнообразное меню. В целом блюдо стоит где-то 300 рублей. Достаточно она такая простая кухня, без изысков. Но в принципе, что еще нужно? Главное здесь не в этом. Я серьезно говорю. В парке просто море свежего воздуха и так много лугов для прогулок, где можно встретить самых разнообразных животных. Но прежде всего мы пошли знакомиться с верблюдами. Маленький шестов. Она даже бабушка Марта. Это Марта. Она здесь родилась 11 лет назад, правильно? Да. А это ее сынок Мартин. Оба. Куда? И Марта, и Мартин родились в марте. Куда ты приехал? Марта! Стой! Ну, не капризничай. 23 марта, 6 марта. Ага, да. А вот Михаил, кстати, принимал у Марты роды Мартина в этом марте. Это просто родился он 6 марта, мама 23 марта. Она вдвойне и бабушка, и мама, потому что у нее от старшую дочку зовут Аиша, младшую дочку Гуля, полностью имя Айгуль, но я сокращенно зову Гулей. А Михаил им как папа, видимо, да? Да. Ну, султан есть, как глава семьи. Здесь тоже, да, живет? Да, он вот там у нас. Мальчиков мы не выпускаем на территории, потому что когда они по территории ходят, они начинают, ну вы сами знаете, территории делят, потом, а самцы между собой они начинают, как говорится, за территорией драку, борьба.
Садимся. Какие у нее холмы мягкие и пушистые, как подушки. Это просто. две подушки безопасности. Это прям действительно подушки безопасности. Они невероятно приятные на ощупь. Такие все прям пушистые. Поехали? Да. Пойдем. Марта, вперед. Марта. Ну ты хотел идти, пойдем. Марта! Я тебе лягу. Не нравится, назад. Мартин, за нами. Вперед. Вообще это верблюдица из Казахстана, то есть сейчас Родина. она пострижена, да, родина ее на Родина Казахстане. Монголии, Северный Мон- Казахстан, Таджикистан, да. это они там их родили. Но она здесь родилась. Она здесь родилась. Родители ее, они не здешние. Она родилась здесь, и потомство Марта. Получается, что она сейчас пострижена, и поэтому ей летом не жарко. Но в зиму она обрастет и будет такая большая, пушистая, и будет тоже себя чувствовать комфортно. Ну, в общем, если вы устали от больших пеших маршрутов на Кудыкиной горе, можете вот сесть на верблюда или на лошадь и, соответственно, пройти еще некоторое расстояние верхом. Будет очень комфортно. Даже вот есть такой массаж пушистым горбиком сзади, это как-то очень невероятно. Положите ее. А? Давайте, можно. Давай, давай, ложись. Ну, Марта, ложись. Давай, Марта. Чоп. Ты красотка. Ну, просто это что-то невероятное. Вообще верблюдов называют корабли пустыни, и это действительно понятно почему, когда садишься на верблюда, понимаешь, какое-то большое животное, действительно как корабль, на котором ты бороздишь, ну, пустыню или вот Кудыкину гору, как сейчас. Да, Мартин, да. Мартин очень нежен к своей маме. Да? Да, сладкий? У тебя такой нос невероятный. Ты моя кошка, ты моя киса. В общем, хорошо у нас тут, что? Вот мы уже легли, собственно. Я думаю, что полежу тут, вот уже ребята лежат. Мы с Мартой тоже сейчас, с Мартином тоже тут вот сейчас. С тобой целоваться надо подумать дважды. Еще здесь на территории в речке плавают лебеди и гуси. На холмах бродят ослики, разноцветные овечки, коровы, лошади и даже ламы. Ты такой мягкий. Просто хочется спать у тебя на спине. Пойдем. В общем, несмотря на свой нежный вид и такую мягкую, нежную шерсть, ламы вообще достаточно выносливы. То есть они могут преодолевать до 25 километров и удерживать груз до 50 килограмм. То есть вот на них переводят разные вещи. Но если слишком тяжело станет ламе вести груз, она просто никуда не пойдет. Правильно говорю? Конечно, контакт с животными на Кудыкиной горе – это прям их уникальная фишка, ради которой сюда стоит приехать. Потому что здесь животных очень много, видов их, не просто лошади, а лошади разных видов. Не просто там какие-то домашние сельскохозяйственные животные, а просто все, которых можно представить. И всех можно вот так вот потрогать, погладить, с ними вместе погулять, на них прокатиться. Ну, по-моему, это какой-то психологический особый ретрит, просто мечты, ретрит мечты. Домики для проживания находятся прямо на территории сафари. Кстати, летом в парке еще предлагается для размещения глэмпинг.
Внутри крепости находится квест «Путь героя». Он достаточно большой, занимает где-то половину ее площади. А другую часть занимает деревня мастеров. Там можно попробовать себя в старорусских различных ремеслах, а также купить какие-то причудливые сувениры себе домой. Итак, впечатление. Что действительно круто в этом парке? Ну, во-первых, это, конечно, его масштабы. Начиная от размеров этой скифской крепости, которая исполнена прям вот как будто мы до сих пор в 5 веке, действительно, сами видите. И продолжая вот этим вот невероятным змеем Горынычем драконом, который действительно выполнен в полную величину. Ну, по крайней мере, конечно, трудно так судить из жизни, да, но исходя из того, как его рисуют в мультиках и фильмах, действительно он где-то вот такого размера. В общем, ты переживаешь те чувства, которые в нас пытаются вызвать, когда снимают какой-нибудь фильм про дракона или про там, Змея Горыныча, если это нашего производства кино. Продолжая говорить о масштабах, очень классно, что здесь есть действительно настоящий большой сафари-парк. И животные в нем, они не просто в каких-то загончиках, то есть это большая территория, на которой они свободно прогуливаются, и ты можешь просто там также в таком же темпе прогуливаться вместе с ламой, или верблюдом, или лошадкой. Это действительно очень здорово, это вообще прикольно. И классно то, что буквально неподалеку, не так далеко от Москвы, можно взять и вот проехаться по полю, по большому, на верблюде. За один день, конечно, обойти парк полностью сложно, потому что территории очень большие. Например, чтобы дойти до пляжа от места, где мы сейчас находимся, нужно пройти 40 минут только в одну сторону, потом, соответственно, 40 минут в другую сторону. Здесь есть оборудованный пляж с лежаками, здесь есть купель. Ну, то есть, вообще, если вы сюда приедете на выходные, вам точно будет из чего выбрать. И, скорее всего, за одни выходные вы здесь все не обойдете. Вообще, почему этот деревянный Кремль выглядит именно так, а не как иначе? Дело в том, что перед тем, как возводили этот комплекс, стало известно, что неподалеку здесь были найдены остатки старой скифской крепости. Затем были подняты исторические факты, и уже здесь крепость на Кудыкиной горе возводили по чертежам, которые были использованы в 5 веке. Но разве это не здорово? Ну, то есть, прям буквально, как оно было в 5 веке, так оно сейчас и возведено здесь, и вы можете приехать и посмотреть себя, и почувствовать, словно вы в машине времени. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где в центре Москвы можно вместо пола ходить по гигантским гамакам и пить чай из монастырей Китая. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе со мной.